Счастье, счастье, счастье летит. Ой, летит, ой, летит. Гордости гороскопа. Да, да, да. Гордости гороскопа летит. Счастье в такой красивой форме. И несмотря ни на что, крепко держимся за формулу и за форму счастья, позитива, радости, удовольствия, философии жизни. И идем с вами в 23-й год. С кем? С козерогами. Вижу Розану, слышу такие слова. Козероги. Браво, браво, браво. Спасибо. Счастливый, позитивный лайк. Спасибо, мои хорошие. Ну что, смотрим февраль месяц. Знаете, февраль месяц? Отпусти ситуацию, убери контроль, и все решится. Отпусти ситуацию, убрав контроль. И как-то она тебя выведет. И почему? Вам объясню, почему. Плутон. Плутон всегда выведет. Плутон пошел у вас на самые прекрасные, красивые градусы, заключительные градусы. Долго стоял, трансформировал. Знаю, что вы прошли не простой опыт, потому что вы по жизни проходите опыт. И по тому, как у вас стоял Плутон, это были трансформации, это были большие изменения. Вы прошли их, и сейчас, наконец-то, Плутон идет по последним градусам, перед самым выходом, о котором буду рассказывать и делать видео. Расслабьтесь, снимите контроль, отпустите ситуацию. Вас выведет Плутон, вас вывезет Плутон, вас вытащит Плутон. Вы были достойные соперники Плутону. Плутон, находясь в Козероге, знал, где находится, и соответственно, вашу поддерживал этот статус самого Козерога. А вы это статус, 10-й дом, вы это статус. И вот так вот, находясь здесь столько лет, и сейчас на завершающем этапе Плутон делает очень сильные созидательные энергии, отдает и аспекты на созидание. Никакого разрушения, на созидание. Итак, Плутон находится у вас, делает очень красивые аспекты, о которых мы сейчас с вами поговорим. Итак, начинаем. Солнце. Солнце находится у вас до 18 числа. Вообще все планеты в феврале месяце на прямом движении. Уран наконец-то пошел на прямое движение. Марс пошел на прямое движение. Меркурий на прямом движении. Поэтому оно идет как будто бы вот по накатанной. Вот оно плавно идет все по накатанной. Итак, Солнце в середине месяца все планеты разбиваются. Они делают транзит. И, конечно, меняют и знак, меняют стихию, меняют дом, в котором они находятся. Поэтому есть прям вот как-то весь месяц вот таким образом, полмесяца, следующие полмесяца другим образом. Переход такой есть, четкий замечен. Итак, солнышко находится у вас второй дом до 18 числа, переходит в третий дом. Второй дом, Солнце, находится в Водолее. Финансы. Что такое Солнце? Солнце – это авторитет. Солнце – это представитель какого-то крупного государственные министерства, министерство здравоохранения, финансовые структуры. То есть что-то очень такое важное, ответственное и по статусу, и по возрасту. Вот такое Солнце. Оно находится в Водолее. И здесь оно ничего из себя не представляет, никуда не загоняет, ничего из себя не строит. И это Солнце у вас во втором секторе, который сектор партнерства и финансов, который вам несет финансовую подоплеку. И оно происходит очень легко, но авторитетно. Да, где-то вы, может быть, лекции какие-то читаете, вы прекрасные преподаватели. И я в каких-то своих видео говорила, и в 90 лет будут вас просить сделать какой-то отчет.
или какую-то прочитать лекцию. Да, у козерогов так. Оно даже, может быть, уже будет в разрез времени, но все равно те знания, которые вы передаете, они будут востребованы. Поэтому, да, может быть, где-то вы какой-то курс лекций читали, где-то вы какую-то работу, даже, может быть, на дому сделали, вам давали. У козерогов разносторонний обзор профессиональный. Абсолютно разносторонний. И руками делаете хорошо, и головой все делаете хорошо, потому что это все должно быть в ладу. Вы – это голова. И финансовый доход в феврале месяце легкий от того, что какие-то где-то подработали. Ничего козерогу не валится так просто. Нет, вы действительно труженики, вы очень трудолюбивые. Где-то подработали, где-то дома что-то доделывали, где-то часы какие-то определенные взяли. Кому-то, может быть, вернется какая-то доплата, что-то вам не оплатили прошлого года, придет какая-то доплата. Кому-то от продажи. Вы делали продажу, вы помогали, вы участвовали, вам пришел какой-то процент. То есть вот такая вот финансовая поддержка может быть. И также партнерская. Те, кто не в паре, те, кто еще, козероги, не встретил своего человека, такая же вот легко можете встретить своего партнера, легко можете познакомиться, легко можете завести какие-то отношения. Следующее. Когда Солнце пойдет в знак зодиака Рыбы, там картина совершенно другая будет. Вторая половина месяца, уже после 18 числа, там будет находиться в самом своем лучшем положении Венера, о которой мы с вами поговорим. Дальше смотрим, конечно же, Меркурий. Меркурий будет находиться у вас, и он находится у вас до 11 числа. Ну, Меркурий, вы знаете, Меркурий в Козероге. Слово не расходится с делом. Я обещаю. Я назначил время, приду к этому времени. Я назначил срок, когда закончу что-то, к этому сроку делаю. То есть здесь, конечно, Меркурий такой конкретный, очень деловой. С таким Меркурием хорошо бизнес делать, с таким Меркурием хорошо планы строить. Этот Меркурий, и он находится у вас, и находится в ответственном очень, в Козероге в ответственном знаке. То есть, если вы хотите что-то открыть, прекрасно можете в этот период. Если вы хотите запустить какой-то свой онлайн-курс, онлайн какую-то платформу, какую-то продажу онлайн, какие-то лекции, какие-то видео сделать, запускайте, великолепно на вас отработает и будет работать, и очень успешный будет. Дальше Меркурий у вас сделает транзит к Водолеям, и ему там хорошо, он там очень креативный, он там очень популярный, ему хорошо развиваться, у него хорошо работает фантазия. Здесь, конечно, такое раздолье и легкость этому Меркурию, он у вас также пойдет по финансовому сектору. Легко заработать, легко. Где-то какой-то маленький сделали 2-3 месяца контракт, легко собираете и получаете какую-то информацию, легко, доступно вам все любые курсы, любые знания, как вы сами можете их предлагать, и вы можете их точно так же получать. Следующее, давайте говорим, конечно же, будем с вами говорить про Венеру. Венера – это женская энергия, мягкая энергия, но Венера женская, мягкая, но сильная энергия. И Венера будет находиться до 20 числа. Венера будет находиться в экзальтации, то есть в самом ее лучшем расположении. Она будет находиться в знаке зодиака Рыбы. Это просто самая наивысшая точка любви, удовольствия, наслаждения, радости. Вот то, где пребывает в своем лучшем положении Венера, это именно она пребывает в знаке зодиака Рыбы. Туда же подтягивается и солнышко. Конечно же, смотрите, Венера сделает очень красивые аспекты. И один из аспектов будет к Плутону, который стоит у вас. Следующий аспект будет к Нептуну, который в Рыбках стоит. И также будет к Урану, который тоже стоит
в Тельце, там, где управляет сама Венера. То есть Венера нежная, мягкая, красивая, но сильная. Потому что такие красивые и сильные делает аспекты. И это у вас идет по сектору отношений и по сектору собственной семьи. То есть это такой большой показатель того, что если вы надумали где-то, если вы надумали покупку хорошую сделать, либо автомобиля покупку, у вас очень удачная будет покупка. Если вы продажу какой-то своей недвижимости захотите сделать, от чего-то избавиться, что-то продать, можете тоже прекрасную сделать хорошую сделку. Что вы можете еще на таком аспекте? Это и финансовый аспект, это неожиданные, приятные, чудесные известия, новости, неожиданно приятные люди, которые появляются на вашем пути. Это люди, которых вы потеряли, это люди, которыми вы дороги как-то когда-то в жизни разошлись, и вы можете встретиться, которые протягивают вам руку поддержки и руку помощи. Это поездки на хорошие дальние расстояния, это переезды, которые могут произойти в этот период. Это романтика, это влюбленности, это легкость, это вот тот период, когда отпусти контроль, доверься жизни. Это вот прям как будто, знаете, немножечко себе вот в своей голове скажите, вот кто-то меня несет, вот меня несет кто-то, мне... И кто-то сильный, за которым я могу, как за каменной стеной, как расслабиться. И это Плутон, он вас вытягивает. Такая роскошный такой секстиль делает с Венерой, которая Венера в экзальтации находится. Делает секстиль, а он стоит у вас, стоит на последних градусах. А Венера находится в самом лучшем положении. Да, это абсолютно, абсолютно. Доверьтесь жизни, снимите контроль. Снимите контроль. Ваш контроль... Это образно, вот костыли, вы их подставили и опираетесь на эти костыли. Уберите, вы функционируете без этого контроля. И эти костыли подставляете всем своим. Им они не нужны, они не могут развиваться, когда вот так вот контролируешь ситуацию. Рядом никто не может развиваться. Я знаю, о чем говорю, козероги. Расслабьтесь в этом месяце, доверьтесь. Вас жизнь выводит, вас жизнь вынесет. Что еще смотрим? Да, Плутон находится у вас в первом доме. И, конечно, даже может вас вот этот переход, он на последних градусах, вот этот переход Плутона, он даже вас делает как-то, преобразует. Даже не успеете оглянуться, а как вот как-то я даже ничего не делала, а я как-то вот с весом немножко разобралась, вот ушел какой-то вот ненужный вес, который никак не мог с места сдвинуться. Либо как-то вот увидите, вот вы что-то преобразовались, вот как-то захотелось, шла, смотрю, парикмахерская зашла, мне так хорошо подстригли, везде, то есть вы даже не планировали, вот оно вас привело туда, ноги привели, глаза увидели, ноги привели, вот сделали, это вот называется довериться этой жизни, снять этот контроль. Мои хорошие, просто великолепный для вас месяц. Только за счет того, что все показатели, вот этот вот Плутон с Венерой, то, что делает, он сделает, только нужно довериться и вот следовать своему внутреннему голосу. Это самое сильное, то есть довериться жизни и следовать ей. Дальше что мы смотрим? Ну, конечно же, смотрим Юпитер. Юпитер у вас надежно. Юпитер сейчас находится в Овне и любит там находиться. Там есть вкус жизни, там есть жажда жизни, там есть задор жизни, настроение жизни. Вот Юпитер сам вот такой. И он у вас находится там, где ваша семья, там, где ваш дом. То есть вам захочется наслаждаться, радоваться, получать удовольствие по Юпитеру у себя в доме. Кто-то захочет ремонтик маленький сделать, кто-то перестановку захочет сделать, кто-то захочет цветами как-то украсить дом, кто-то захочет животное какое-то в дом приобрести. Это и в пополнение в доме, это прибавление в доме, это расширение в доме. Вот уютно, комфортно тоже несет за собой Юпитер, который находится в знаке зодиака
Овен в огненном знаке. Дальше что смотрим? Ну давайте посмотрим, конечно же, что делает у нас Марс, мужская энергия. Марс долго находится в знаке зодиака Близнецы. Он там был, стоит уже к марту месяцу, будет 7 месяцев, как он будет стоять, в марте сделает транзит. Долго там находится, был в ретроградном движении, находился у вас, заканчивал год ретроградным движением, начинал с этого же ретроградного, наконец-то с 12 числа пошел в прямое движение, и сейчас он на прямом движении. Для вас это позиция вашей карьерного успеха, вашей высокой самой точки. То есть на работе, в карьере у вас тоже все прекрасно складывается. И даже если у кого-то сложились так обстоятельства, что у вас предприятие закрывается, или вас откуда-то увольняют, или у вас какие-то идут сокращения, вообще не огорчайтесь. Вы прекрасно доверьтесь течению жизни. Отпустите контроль. Вас выведет туда, куда надо. Еще в лучшее место, еще больше и комфортней там будет находиться, и даже материально будет лучше. Поэтому Марс, который находится в Близнецах, для вас это самая ваша верхняя точка, то есть карьера, не смена статуса, а помогает в карьере, помогает со статусом, помогает с продвижением, помогает туда, где вы куда-то хотите забраться. А любой козерог – это есть планка. Вы вот эту планку, то есть что такое козерог? Он всегда, даже в природе, достигает вершины горы, вершина горы первые 29,5 лет медленно, тяжело, но все равно карабкается вверх. И я вам всегда рассказывала эту историю, когда козерог, половина хвост рыбы. И вот 29,5 лет набирается опыта, не мудростей. Опыта набирается, чисто житейского опыта. Это для того, чтобы этот хвост, который там мокрый под землей, превратился в копыта и делает свой рывок. Не всегда получается в 29,5 лет. У кого-то это затягивается, это тоже нормально. У всех по-разному. И когда делает первый свой вот этот вот скачок, первый свой, всегда есть планка, всегда козерог поднимается. И когда он поднимается на эту вершину, он вниз смотрит, сверху смотрит вниз, и дальше следующая вершина. И никогда не спускается вниз, чтобы опять подниматься. Он прыгает на следующую вершину. Вот этот скачок, этот рывок, этот прыгнуть туда, вот это сейчас, это время. Но ты можешь только прыгнуть тогда, когда ты отпускаешь контроль. Ты все посмотрел, ты все проверил, ты доверяешься, и ты летишь на следующую вершину. Поэтому да, вот так вот время именно сделать вот этот вот обзор вы сделали, вы такие трансформации прошли. И Плутон, уходя от вас, дает вам вот этот вот старт. Не сомневайся, доверься, ты можешь покорять следующую вершину. Это может быть и выздоровление от какой-то зависимости, выздоровление от какой-то болезни, выход из каких-то очень тяжелых отношений, выход из тяжелой материальной ситуации. То есть это скачок, это рывок, и он начинается именно вот сейчас. Это будет продолжаться в течение нескольких месяцев, о которых, конечно же, я вам буду говорить, но начало, вот это февраль, этот прыжок, когда ты уже на вершине. Ну, а те козероги, кто сломлены, и я вам говорила, это бывает такое, сломленный козерог, тоже есть большой шанс подняться. Кто меня услышит? Козероги меня слышат прекрасно. Кто меня услышит? Чудесный период для того, чтобы подняться. Да, жизнь по-всякому бывает, где-то ты и сломался. По-всякому бывает, поэтому время вот такое. Услышьте, а козероги слышат хорошо, на эту вот, на вершину. Кто, если еще задержался, вы смело можете подниматься на вершину. Отпустите контроль, вам не нужно контроль никакой. Доверьтесь этому течению жизни, и жизнь вас выведет. То есть выведет Плутон. Плутон, как он всегда выводит кого? Своих скорпионов. Плутон возрождает всегда. Да,
трансформирует, потом возрождает. Ну что, мои хорошие, вот такой роскошный месяц. Кто услышал? А козероги, как никто, меня слышат. Бесконечно вас уважаю. Поддерживайте канал, ставьте лайки, подписывайтесь. Канал поддерживайте, спонсорами становитесь, кому как удобно. Обнимаю вас и люблю.